Всем привет, с вами канал Baltic Sails. Собираемся покидать Кадис. Большой город, нам понравился, марина недорогая. И мы вот спустя неделю, можно сказать, пребывания здесь, теперь уходим. Пока по плану в Барбаты, но не знаю, у нас точные планы не всегда работают. Так что отключаемся, отшвартовываемся и уплываем. С марины мы вышли. И вот теперь будем выходить с порта. Сейчас пропускаем контейнеровоз. И в океан. В общем, история такая, что никуда мы не уехали. Вообще-то мы еще вчера собирались выехать. Вчера более была годная погода, более спокойная. Но вчера мы не успели выехать, так как я не думал, что мы до часу дня не сможем успеть собраться. А до Барбаты 7 часов, и нам еще нужно было заправиться. То есть тут пока придут вот эти вот маринеры, заправить, это где-то час уйдет точно на заправку, отшвартоваться с марины, подплыть на заправку, пока они придут, пока заправят. Пока расплатишься, вот и вышли бы уже там в 2 часа где-то дня. В 8 вечера заход солнца. Поэтому мы бы не успели бы, скорее всего, до захода солнца. А это один из самых опасных участков по поводу касаток. Там вообще нужно очень-очень огибать берег, по мелководью идти. Все в этом роде. И желательно видеть их заранее, если вдруг где-то они плывут в вашу сторону. И мы не поплыли никуда. Решили сегодня. Сегодня вот вышли, а там волны какие-то слишком частые уже, где-то метровые, наверное, но частые. Абсолютно некомфортно получалось идти 7 часов, потому что нам в правый борт постоянно были бы вот эти вот частые волны. И довольно-таки они большие для своей частоты. Вернулись обратно, сейчас в марину. Не знаю, плана нет, вообще ничего нет. Буду смотреть, когда еще можно выйти. И вернулись-то мы еще потому, что Веронику укачала. А получается, что если она еще... Получается, Веронику укачала, а если она вообще выйдет из строя, то тогда с 7 часов 2 ребенка, Вероника, которая лежит как труп, это просто как страшный сон для меня, а не переход какой-то 7-часовой. Так что мы сразу вернулись обратно. И я теперь не знаю, когда мы будем выходить, буду смотреть по погоде. Получается, что такой уровень погода не подходит нам на данный момент. Надо какой-то лайтовый искать. А так, ветер был, все было, но волны частые. И на подходе к Барбате там они должны были быть еще выше и еще чаще. Так что, так себе. Сегодня мы покидаем Кадис, готовимся. Сейчас я подготовлю грот, сниму чехол и отправляемся в путь в Барбате. Были планы, конечно, оптимистичнее, но я о них вам расскажу позже. В какой раз покидаем уже Кадис. Выходим из порта и сейчас будем дальше выходить в океан. Посмотрим ситуацию общую. И я вам расскажу вообще, сколько у нас попыток было выйти из Кадиса. Успели выскочить перед тем, как завозят большого дядю. Кранцы собраны, веревки собраны. Сейчас будем выходить на наш курс. Это там налево будет. И буду определять, что мне делать с парусами. Сегодня вроде как ветра, наверное, большую часть пути вообще не должно быть. Но он будет в нос, поэтому, возможно, мы будем что-то чувствовать. Поэтому вроде как я, может быть, открою грот, чтобы нас стабилизировал. А к подходу к Барбате должно быть что-то около 18-20 узлов в нос.
Но там уже, в принципе, достаточно поздно, конечно. Ну ладно. Встали практически на наш курс. Я открыл грот. Но он не особо работает, потому что 4 узла, ветер всего в нос. Ну, пускай будет открыт. Позже может появиться что-то побольше. Вот мы оплываем город Кадис, который послужил нам домом на несколько недель. Здесь было интересно, красивый город. И насколько мы узнали, находясь здесь, что это один из самых старых городов Западной Европы. Ему более 3000 лет. Ну вот у нас уже ветер 8 узлов в нос. И как вы видите, грот теперь неплохо заработал на стабилизацию. И скорость у нас прибавилась. Мы теперь идем чуть больше 6 узлов. Так что, надеюсь, вот так вот все и будет до самого Барбаты. Тогда вообще кайфовый переход получится. В общем-то, с Кадиса мы пытались раза 4, наверное, выйти. И погодные окна были, все было в порядке. Но вот первый раз, когда было идеально все, план был дойти до Барбаты, остановиться там на якоре и на следующий день пройти Гибралтар. Но мы, короче, не успели собраться с утра до момента, когда можно выйти и прийти в Барбаты до темна. А мы сейчас здесь предпочитаем все-таки в дневное время суток, чтобы проходить из-за касаток, из-за прибрежного вот этого плавания, то, что нужно максимально приближаться к берегу. Ну, в общем, не успели собраться, а нам еще заправляться надо было, так что пропустили этот день. Потом опять ждали окно. В следующий раз уже вышли, но довольно-таки плохо спали. Веронику укачало. Мы решили вернуться обратно, потому что 7 часов в такой обстановке с боковыми волнами, небольшими, не экстремальными, ничего, просто лодку шатает, было как бы невозможно. Вот по вот этой причине. Дети, они не могут быть 7 часов зафиксированы. То есть в какой-то момент им надоедает сидеть, им хочется походить, им хочется поползать, что-то поделать. А в обстоятельствах, когда лодку постоянно вот так вот раскачивает, этого сделать невозможно. Так что, окей. Следующий раз приблизительно такой же был, только чуть-чуть условия получше были. Отличный ветер был, вообще просто долетели бы на парусах, без мотора, без ничего, до Барбаты очень даже быстро. Но вот так же было некомфортно из-за боковых волн. Да, потом вот еще там раз тоже собирались, пытались, вышли, посмотрели, не понравилось, вернулись. Ну и вот сегодня мы идем в Барбаты. А это на самом деле очень сложно теперь планировать все переходы. Даже когда Вероника была беременная, просто первым, это было гораздо проще. Например, мы вот там в Северном море уплывали с одного острова, вообще в жуткие волны, огромные там здания просто такие наваливали на нас. Да, Веронику укачала, но она просто легла, заснула и спала всю дорогу. И все, и качает там, не качает, все равно. Потом перед швартовкой проснулась, размялась и зашвартовались. А сейчас так сделать уже не получается, потому что кто-то должен быть с детьми. Вот, например, сейчас Вероника укладывает Витю спать, а второй со мной, я за ним слежу. А когда условия погодные не экстремальные, но как бы и не прям спокойные, то все это контролировать очень сложно. Ну вот ветер разгулялся, сейчас почти 13 узлов в нос. И это позволяет нам идти около 7 узлов. Мы сейчас немножко не по нашей траектории идем. Я сейчас попользуюсь этим ветром и потом сверну правее. Тогда угол уже будет не особо рабочий для грота.
В общем, ветер в нос начинает увеличиваться, прилетают такие хорошие порывы. Я пока скинул грот, чтобы маневрировать здесь было лучше. И без крена идти. Но вот волны ветровые разгоняются, а там уже у нас виднеется Барбаты. А это у нас Конил. Так что если совсем сейчас разгонит все, то возможно мы туда можем уйти на якорь. Пойдем downwind и встанем. Но я буду пробовать сейчас туда дотянуть, до Барбаты. Здесь сейчас должна была бы быть большая такая сетка на тунца, которая уходит далеко в океан. Но в данный период времени ее нет. Поэтому я просто напрямую иду, не обходя сетку. Порыв пока отошел, основной ветер где-то 14 узлов. И он как будто сейчас хочет поменять свое направление. Но по прогнозу он и должен поменять. Сейчас где-то дует юго-западный ветер, а он должен смениться на восточный ветер. Будем смотреть. Сейчас я убежусь, что таких сильных порывов больше 20 узлов нам не прилетит сейчас. И снова открою тогда грот, как только стабилизируется ветер. Ну и вообще он выберет направление какое-то. Вообще у нас сегодня 3 волны. То есть океанская волна в бок нам, ветровая волна в нос, и в корму местами приходят, когда проплываем какие-то речки, там приливные, отливные течения, и вот от них тоже бывают волны. Сейчас нам на самом деле повезло, что сетка на тунца в районе Конил убрана, потому что она была бы сейчас здесь, отсюда от берега, и уходила бы далеко в океан. И там маленький кусочек по мелководью была бы возможность пройти эту сетку рядом с берегом, что достаточно опасно. Либо уходить далеко в океан и там обходить ее, где глубоко и есть риск встречи с касатками. Сейчас уже подходим к мысу Трафалгар. Я думаю, это он, там маяк. И нам за ним нужно будет сворачивать налево в сторону Барбаты. А вот это я вот не знаю. Напротив Барбаты находится Танжир. Это, я не знаю, по идее, это Танжир видно уже или это что-то другое. Я не уверен. Но вот там какой-то другой берег. А мы сейчас за маяком налево поплывем. Сейчас пытаемся пробиться. Здесь поднялся ветер встречный. Волны разогнало ветровые. Поэтому мы сейчас тут боремся, чтобы закрыться от этих волн. Осталось, в принципе, немножко, буквально. И мы будем закрываться вот той вот скалой. Тогда можно будет, я думаю, спокойнее уже идти. В общем, вошли в порт. Конечно, тяжелые 1,5 часа. Рубились против волны. Сильную волну высокую разогнала ветровую. Сейчас зашли в этот порт, и ветер исчез. Значит, хорошо тут закрывает все. Отличное место. Думаю, сейчас будем швартоваться. Все, встали мы на понтоне С. Марина Барбата. Понтон короткий. Так что наша дверца открываться не будет. Нам придется сбоку слазить. Ну, ладно. И так сойдет. Сейчас команда, когда придет в себя вся, она расскажет тогда подробности нашего сегодняшнего путешествия. Ну что ж, у нас следующий день, и вот мы в Марине Барбаты.
сейчас, скорее всего, пойду прогуляюсь с детьми. А марина, в принципе, ну так, если посмотреть, то вот понтон короткий. И нам не хватает до дверцы бокового понтона. Поэтому приходится сбоку слазить. Ну, заранее мы этого не знали, конечно. Но цена очень приятная. Давно мы такой цены не встречали по пути. Это 18 евро для нашей лодки в сутки. Электричество, вода, все включено. Поэтому, ну, короткий понтон. Ну и ладно, вообще отличная марина. Рядом с мариной находится вот такой красивый лес. Вот получается, если там приглядеться, напротив Барбаты находится Танжир. И его сейчас глазами видно. Там дымка какая-то, видно плохо. Но если была бы ясная погода, то было бы видно хорошо. В общем, так как мы находимся в испанской столице тунца, мы решили, что здесь надо есть тунца. Заказали тартар из красного тунца. Ждем. Меня в ресторан пригласили. Кстати, ресторан интересно находится. Вот здесь сразу океан, вид, и там дальше видны очертания Африки в ясную погоду. Вот так выглядит тартар из красного тунца. Вот, это вкусно, правда. Приятного аппетита! Ну вот мы несколько дней провели в марине Барбаты. И уже завтра собираемся отчаливать в Гибралтар. Ну что можно сказать? Марина Барбаты достаточно дешевая. В принципе, цена хорошая. Все, город замечательный вообще. Поели здесь красного тунца, тартар из тунца. Но марина, да, дешевая, но она, короче, грязная вся. Посмотрите. Наверняка эта грязь не отсюда, конечно же, а просто приносит сюда приливами с океана и с окрестностей всякий мусор. Бутылки, это еще как бы немного, там где-то канистра плавает. И это каждый день приносится что-то новенькое. Так сказать, рождественский адвент-календарь. Каждый день что-то новенькое. Каждый день что-то новенькое. Ну и вдобавок еще, как бы, хочется уже поскорее уехать отсюда, потому что нам кошки обоссали всю лодку. Плюс еще коляску детскую тоже обоссали. Их здесь бездомных бегает штук 30. Они как бы свободно перемещаются, их тут все кормят. И они, естественно, с удовольствием здесь находятся. И, судя по всему, вот свободно могут они залезть на понтон. Вот еще раз посмотрите, сколько здесь грязи, мусора. Главное, когда заходите сюда, не намотать это на винт все. О, вот тут еще тоже что-то принесло. И это все из океана. Возможно, даже, кстати, с Африки. Вот можно выловить пакет от чипсов и прочитать, откуда он. Энергодомно. Хотя вот Кликс у нас таких нет, я не видела. В общем, достали несколько предметов с воды. Посмотреть, чей мусор. Мусор испанский. Так что не будем наговаривать на африканцев ничего. Мусор местный. Плохо? До хрена его здесь. Вот видите, это я просто по-быстренькому что достал.
чтобы тут все убрать, конечно, нужно нормально потратить хотя бы просто один день, и все здесь будет чисто. Ну и так как прошло несколько дней, давайте вернемся к разговору, как мы сюда дошли. То есть взгляд с моей стороны, например, весь переход, ну, почти 7-часовой, был хороший, комфортный. Волна была такая длинная, комфортная тоже. Ветер местами был такой хороший, что позволял нам вполне быстро идти. Но потом вот последний вот час, где-то час 20, здесь на подходе к Барбаты, когда я обошел мелководье, подул реально сильный ветер, там под 30 узлов, и в итоге, короче, такие волны поднялись большие, причем от земли. Они не должны были такими подниматься. Немножко нестандартная ситуация, потому что ветер был от берега, и волн больших не должно было быть ветровых, так как он от берега, а мы рядом с берегом. Логично? Логично. Но какого-то хрена волны эти, наверное, ветровые были под метр, секунды 3 период, и доставили нам определенное неудобство последний час-полтора, потому что нужно было зайти в марину против ветра, против волн. А теперь пускай Вероника расскажет, что происходило внутри. Тяжело с 2 мелкими детьми, потому что как оно получается? Вся свистопляска каждого дня вокруг снов. Веля такой более ручной мальчик. Витю можно еще одного оставить там чем-нибудь занять. Велю нельзя, он постоянно должен быть где-то в поле зрения. Точнее, я должна быть в поле зрения. А это значит, что я не могу пойти уложить Витю спать. А Витю нереально уложить спать, потому что он сейчас отказывается от дневных снов в свои 2 года. Да, знатоки. Это плохо. Что поделать? И он не может уснуть. И вот я там лежу, валяюсь, как это какая-то там, не знаю... И он валяется, и в итоге Веля начинает плакать, Витя начинает плакать, потому что я от него ухожу, и вот такая вот свистопляска вокруг сна постоянно. В конечном счете что? Меня укачивают, да? Можно было канал наш назвать, короче, качка, или нет, как бы мы его назвали? Блевотня. Или я не знаю, ну как бы мы его назвали? По-английски sea sickness. В общем, неважно. Sea sickness на всю голову. Канал. Sea sickness на всю голову. Ну и получается у нас 2 ребенка. Один перенял мое, второй ребенок Вовин, вестибулярный аппарат. Витя заблевал, короче, все. Мою кровать. Вовину кровать, потому что можно было укладывать на моей кровати, но там вокруг, где в носовой каюте, там очень много вещей, и получается... Там не подошло бы укладывать последние 1,5 часа, нос постоянно падал с волн, и там просто... Ну и вещи бы летели. Самое неудобное место в данном типе направления волн. Короче, укладывались мы в Вовиной кровати, и Витя, он уснул в итоге. Он проспал, слава богу, 1,5 часа, и вот когда началась такая сильная качка, он проснулся, заплакал. Я побежала к нему, Веля к тому моменту уснул. И вот, в общем, заблевал. Качки сильной не было, просто лодка падала с волн. Вот и все. Естественно, в такой момент, когда ребенок плачет, он в меня вцепляется, блюет, ему плохо. Возникает вопрос: да? Оно мне надо? Я мать, а моему ребенку плохо.
Веля пристегнутый был в люльке и уснул. У Вели есть замечательная такая фишечка, дар, навык. Он умеет засыпать при любых обстоятельствах, если ему надо. Если он хочет спать, что хотите делать, у меня режим, я сплю. Он может уснуть в коляске, в люльке. Он даже иногда играет, прикладывается так на диване. Вот, он засыпает очень хорошо. Теперь будет плохо, да? Я это как вот бывает такое, да? Сглазила, да, сейчас вот. Я не знаю, я боюсь про детей что-то рассказывать, потому что тут вообще как на минном поле. Туда шагнешь, бабахнет. Вот так, в общем, швартовались. Мне было очень плохо, меня тоже очень сильно укачало. Вова спрашивает, буду я ему помогать швартоваться или нет. И я говорю, я не могу, я сейчас блевану прям, вот извините за выражение. А мне как бы, если точно швартоваться нужно одному, тогда нужно подготавливать все для этого. То есть при заходе мне тогда нужно развернуться, остановиться и подготовить все для того, чтобы я мог один пришвартоваться. Там немножко другая техника используется и другой смысл швартовки, если не один, а два человека швартуют. В общем, а я не могу ответить на этот вопрос, потому что качка, точнее как, вот это состояние, оно проходит сразу, когда заканчивается качка, в ту же секунду. Потому что это же не тошнота от... Мы здесь закрылись, качки уже не было. Была, нас шатало, мне нужна была устойчивость. В порту стояли. Нет, я когда звонила и говорила, что мы через 5 минут швартуемся, нас еще болтало, мы шевелились, двигались. Ну, ясно. Не чувствовал, ладно. Все, что, как пришли? Во-первых, мы с 4-го раза доплыли до сюда, начнем с этого. Мы выходили в море и возвращались постоянно, в океан, простите. А теперь вот завтра мы идем в Гибралтар. Я знаю, что он Гибралтар. Но в детстве, когда меня родители возили в Испанию, и мы гуляли по Гибралтару, я не могла выговорить слово Гибралтар, я говорила Гибралтар. Так что так. Такая история. А мы вот как раз вышли. Мы вышли погулять, прогуляться перед отъездом, перед сном. Так как завтра уже покинем Барбаты. И вот сейчас смотрите. Сегодня довольно-таки ясная погода. Вот Барбаты. А вон там Африка. С другой стороны Танжир. Представляете? По сути, мы с Барбаты можем очень быстро туда доплыть на другую сторону. И будем уже на другом континенте. Такие дела. Но мы, получается, сворачиваем налево. И не пойдем в Танжир, а пойдем в Гибралтар. Через пролив. Так что на этом наше видео, наверное, заканчивается. Всем пока-пока. До новых встреч. Увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. Если не лень, комментируйте. Мы отвечаем на комментарии. Всем пока.